Древний мир знал множество орудий, которые поражали воображение своей мощью и разрушительной силой. Одним из самых известных является осадный таран, применявшийся во время штурма крепостей. Его массивная деревянная конструкция могла с легкостью разнести стены, которые стояли перед ней. Используя силу тяжести, его сбрасывали с высоты, и он врезался в стены, вызывая панические настроения среди защитников. Таран был не единственным орудием, способным на разрушение. На арену войны выходили катапульты, которые запускали тяжелые камни или огненные снаряды на расстояние до 500 метров. Эти машины использовались для разрушения стен и создания хаоса в рядах противника. Не менее впечатляющими были и баллисты. Их можно считать предшественниками современных арбалетов. Эти орудия могли метать огромные болты с такой силой, что пробивали доспехи и деревья. Изготавливали их из прочного дерева, и они были довольно точными, что позволяло наводить ужас на врагов с большого расстояния. В Древнем Риме баллисты использовались в битвах и даже при осадах городов. Позже на поле боя появились требушеты, которые стали настоящими чудесами инженерной мысли. Эти машины работали по принципу рычага и могли запускать тяжелые снаряды, включая камни весом до 150 килограммов. Требушеты использовались для разрушения крепостей, и их мощь заставляла врагов дрожать от страха. Появление этих орудий изменило тактику осадной войны, что сделало возможным захват даже самых укрепленных крепостей. Кроме того, стоит упомянуть и о щитах из бронзы, которые использовались в битвах. Они не только защищали воинов, но еще использовались как орудие наступления. Защитники могли использовать щиты как средство создания барьеров, а также как оружие против противника, нанося удары и толкая врагов. Сложные системы крепостных сооружений в сочетании с мощными орудиями заставляли армии изобретать новые стратегии. Применение этих разрушительных орудий не только меняло ход сражений, но и оставляло за собой множество разрушенных городов и опустошенных земель. С каждым новым изобретением увеличивались масштабы разрушений и страданий, что заставляло военачальников и правителей разрабатывать более сложные стратегии для защиты своих территорий. Так, с помощью древних орудий войны человечество осознавало всю мощь разрушения, которое оно могло вызволить, и это лишь начало длинного пути к созданию еще более смертоносных машин. Каждый новый шаг в развитии военной техники открывал перед человечеством новые горизонты, предвещая появление еще более разрушительных технологий, которые изменят ход истории. Как же отразилось на военных действиях появление огнестрельного оружия, которое сделало войну еще более смертоносной? С появлением огнестрельного оружия в начале 15 века война вступила в новую эру. Первые огнестрельные орудия, такие как пушки и мушкеты, изменили физику сражений. Для начала стоит отметить, что огнестрельное оружие использовало порох, который стал известен в Европе благодаря торговым контактам с Востоком. Порох, в свою очередь, дал возможность создавать мощные снаряды, способные пробивать крепостные стены и устранять противников на расстоянии. Первая документированная пушка появилась в 1401 году, и она была использована во время Столетней войны между Англией и Францией. Эти орудия могли стрелять камнями, снарядами или даже железными ядрами. Появление пушек означало, что крепости, некогда считавшиеся неприступными, начали терять свою стратегическую ценность. Стены крепостей, построенные из камня и дерева, больше не могли противостоять мощи новой технологии. С каждым годом количество огнестрельного оружия возрастало. В XVI веке появляются мушкеты, которые позволили пехоте наносить удары на расстоянии, чего не удавалось достигнуть с помощью холодного оружия. Мушкеты имели более высокую скорость стрельбы и большую точность, что позволяло солдатам вести бой с более безопасного расстояния. В это время также началось массовое производство пороха, что сделало огнестрельное оружие доступным для широкого круга армий. С начала 17 века огнестрельное оружие стало неотъемлемой частью тактики сражений. Армии начали использовать плотные ряды стрелков, которые могли одновременно открывать огонь, что вызывало панику среди противников. Эти изменения в тактике, в свою очередь, привели к созданию новых формирований, таких как линейные армии, и изменили сам подход к ведению войны. Не менее значимой была и роль артиллерии. К XVIII веку пушки развились до такой степени, что стали мобильными и мощными орудиями, которые могли легко перемещаться по полю боя. Битвы, такие как битва при Бородино в 1812 году, стали настоящими примерами разрушительной силы огнестрельного оружия. Тысячи солдат погибли под огнем пушек и мушкетов, а мир стал свидетелем того, как война эволюционирует из локальных столкновений в кровопролитные сражения с колоссальными потерями. К моменту появления огнестрельного оружия многие традиционные виды оружия, такие как мечи и копья, начали терять свою популярность. Это стало очевидным на полях сражений, где солдаты с огнестрельным оружием могли устранять противника на большом расстоянии, не рискуя своей жизнью, так как это было раньше. Появление огнестрельного оружия не только изменило тактику сражений, но и повлияло на общество в целом, заставив правителей пересматривать свои стратегии и подходы к ведению войны. С каждым нововведением становилось все яснее, что война никогда не будет прежней.
Как же эти изменения продолжили влиять на военные действия в будущем и какие разрушительные последствия влекли за собой следующие этапы развития оружия? В начале 20 века на поле боя появились танки, машины, которые изменили ход войны навсегда. Первые танки были разработаны в ответ на ужасные потери, понесенные в траншеях Первой мировой войны. Эти новые боевые машины были созданы для преодоления колючей проволоки и бронетанковых укреплений, которые стали символами статичной войны. В 1917 году британские войска впервые использовали танки в сражении при Сомме. Это событие стало знаковым моментом, так как танки смогли пробить линии противника и обеспечить успех атакующих. Танки отличались высокой подвижностью и мощной огневой мощью. Они были защищены броней, которая могла противостоять пулям и шрапнели. Первые модели, такие как Mark V, имели угловатую форму и были медлительными. Однако уже в 1918 году появились более усовершенствованные варианты, такие как Whippet, которые были быстрее и маневреннее. С каждым новым поколением танков их конструкция улучшалась, что позволяло увеличивать скорость, огневую мощь и защиту. Появление танков также изменило тактику ведения боя. Теперь командиры могли применять глубокие прорывы и обходы, что стало возможным благодаря новым тактическим подходам. В сражении при Капаретто, произошедшем в 1917 году, итальянская армия столкнулась с новыми германскими танками, что привело к масштабным потерям и перемене хода войны. Танки стали символом атаки и прорыва, и их использование заставило противников адаптироваться к новым условиям. Во время Второй мировой войны танковые войска получили еще большее развитие. На поле боя появились такие легендарные модели, как Т-34 и Панцер-4. Советский Т-34, обладая хорошей броней и мощной пушкой, стал одним из самых эффективных танков своего времени. Его конструкция сочетала в себе скорость, маневренность и огневую мощь, что позволило ему успешно сражаться на Восточном фронте против немецких войск. В это время немецкая армия также активно использовала танки, создавая мощные танковые дивизии, которые могли быстро захватывать территории, оборачивая войну в свою пользу. Блицкриг, тактика быстрой войны, в корне изменила способ ведения боевых действий, и именно танки стали одним из главных элементов этой стратегии. Битва под Курском в 1943 году стала самым масштабным танковым сражением в истории. С обеих сторон сошлись тысячи танков, и это сражение стало не только испытанием для техники, но и важным поворотным моментом на Восточном фронте. С каждым следующим конфликтом танки становились все более сложными и многофункциональными. В Корейской войне, например, использование танков стало ключевым фактором для обеих сторон. Современные танки начали оснащаться электронными системами управления огнем и улучшенной броней, что сделало их еще более эффективными на поле боя. Тем не менее, с развитием технологий возникли и новые угрозы. Появление противотанкового оружия, такого как ракеты и мины, сделало танки уязвимыми. Однако даже в условиях новых вызовов танки продолжают оставаться важным элементом военной стратегии. По мере развития военной техники они адаптируются и эволюционируют, оставаясь символом мощи и разрушения. Сейчас мир наблюдает за переходом к новым формам ведения войны, когда танки сталкиваются с новыми технологиями. Одним из самых интересных аспектов становится использование дронов и кибервойны, которые все больше влияют на тактику. Как же эти инновации изменят представление о войне и вооруженных конфликтах в будущем? Атомная бомба – это не просто оружие, а символ разрушительной силы, меняющей саму суть войны. Первые испытания ядерного оружия начались в середине 20 века, и мир стал свидетелем новой эры, когда мощь человека достигла такого уровня, что он смог вызвать разрушения, способные стереть целые города с лица Земли. Первое успешное испытание атомной бомбы под кодовым названием «Тринити» произошло в 1945 году в пустыне Нью-Мексико, и это событие стало важным этапом в истории человечества. На фоне Второй мировой войны, когда страны искали способы закончить конфликт, атомная бомба стала решающим фактором. В августе 1945 года Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Эти нападения привели к мгновенному разрушению и катастрофическим последствиям. В Хиросиме, где была сброшена бомба «Малыш», погибло более 130 тысяч человек сразу, а многие тысячи позже умерли от ожогов и лучевой болезни. Нагасаки также понесла невероятные потери. Более 70 тысяч жизней были унесены взрывом бомбы «Толстяк». Эти события не только положили конец Второй мировой войне, но и ознаменовали начало ядерной эпохи, когда страх перед ядерным оружием стал определяющим фактором международной политики. Ядерные державы начали активно развивать свои арсеналы, и мир оказался на грани ядерного конфликта. Научные разработки продолжались, и вскоре появились более мощные устройства, такие как термоядерные бомбы, которые обладали разрушительной силой в сотни раз превосходящей ту, что была использована в Хиросиме и Нагасаки. Спустя годы после этих трагических событий в холодной войне ядерное оружие стало не только военным, но и политическим инструментом.
Концепция взаимного гарантированного уничтожения удерживала страны от прямого конфликта, но страх перед возможной ядерной катастрофой оставался. Ядерные испытания продолжались, и каждая новая бомба становилась все более мощной. В 1963 году подписан договор о частичном запрещении ядерных испытаний, однако это не остановило гонку вооружений, и даже в последующие десятилетия страны продолжали развивать свои ядерные арсеналы. Разрушительная сила атомной бомбы не ограничивается лишь физическими последствиями. Она оставила глубокий след в психологии людей. Страх перед ядерной войной стал частью массового сознания, формируя представление о войне и конфликтах. С каждым новым испытанием и каждой новой угрозой мир снова и снова сталкивается с вопросом о том, как жить в условиях ядерного оружия. Атомная бомба стала не просто орудием уничтожения, а символом потенциального конца цивилизации. Атомная бомба изменила не только ход войны, но и саму природу военных действий. Научные исследования и разработки в области ядерной физики продолжаются, и это открывает новые горизонты как для оружия, так и для технологий. Однако, каждое новое открытие несет с собой риск, и мир остается на грани, осознавая, что разрушительная сила человечества может быть использована как во благо, так и во зло. С каждым годом нам становится все яснее, что с развитием технологий и оружия последствия могут быть еще более катастрофическими. Так что же ждет нас впереди? Какие новые формы оружия будут разрабатываться и какое влияние они окажут на будущее человеческих конфликтов? В середине 20 века мир столкнулся с новым типом оружия – баллистическими ракетами, которые произвели революцию в военной стратегии. Первые успешные запуски ракет произошли в конце Second World War, когда нацистская Германия разработала ракету Фау-2. Эта ракета, способная достигать высоты до 120 километров и поражать цели на расстоянии более 300 километров, могла доставлять взрывчатые вещества на большие расстояния. Успехи Германии в этой области вызвали тревогу у других стран и послужили катализатором для гонки вооружений. С окончанием Второй мировой войны технологии баллистических ракет начали активно развиваться. В первой половине XIX века Соединенные Штаты и Советский Союз начали свои собственные программы по созданию межконтинентальных баллистических ракет, что стало важным этапом в истории войны. В 1959 году Советский Союз успешно испытал первую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, которая могла нести ядерные боеголовки на расстояние более 66 тысяч километров. Эти ракеты не только увеличили мощь ядерного арсенала, но и изменили саму природу военных конфликтов. Теперь возможность мгновенного удара по врагу, находящемуся на большом расстоянии, изменила правила игры. Стратегия взаимного гарантированного уничтожения стала основой ядерной политики, ведь каждая сторона понимала, что применение ядерного оружия вызовет ответный удар. Это заставило страны пересмотреть свои военные подходы и стратегии, делая акцент на обороне и сдерживании. С каждым новым поколением баллистических ракет их точность и дальность увеличивались. В 1966 году Соединенные Штаты представили Сатурн-5, ракету, способную доставлять тяжелые полезные нагрузки. Это не только укрепило их позиции в космической гонке, но и продемонстрировало мощь американского ракетостроения. Однако развитие баллистических ракет не обошлось без последствий. Ядерные испытания, проводимые в разных уголках мира, вызвали беспокойство и страх. Разрушительные последствия от падения ракет в населенные пункты или их неудачных запусков становились предметом международного обсуждения. К тому же каждая новая разработка поднимала вопрос о безопасности и контроле над ядерным оружием. На фоне холодной войны мир стал свидетелем множества напряженных моментов. Кризис Карибского моря в 1962 году стал кульминацией, когда мир оказался на грани ядерной войны. Баллистические ракеты, размещенные на Кубе, стали причиной серьезной политической и военной конфронтации между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Это событие навсегда изменило восприятие ядерного оружия, сделав его не только средством войны, но и инструментом политического давления. С развитием технологий возникли новые модели ракет, такие как «Томагавк», которые могли быть запущены с кораблей и подводных лодок, что сделало их использование еще более гибким. Эти ракеты обладали высокой точностью и были способны поражать стратегически важные объекты, что привело к новой эре в тактике ведения войны. Но с каждой новой технологией возникали и новые угрозы, такие как возможность попадания ракет в руки террористов или несанкционированного запуска. Таким образом, баллистические ракеты стали символом мощи и угрозы, изменив не только способы ведения войны, но и саму природу международных отношений. Утверждение о том, что оружие массового уничтожения может быть использовано для достижения мирного разрешения конфликтов, остается актуальным. Минуты, отделяющие мир от катастрофы, заставляют задуматься о будущем и последствиях, которые могут наступить в случае новых разработок. Как следствие, современные военные технологии продолжают эволюционировать, открывая новые возможности, но одновременно и поднимая сложные вопросы о безопасности человечества. В
последние десятилетия мир вытнес значительные изменения в подходах к ведению войны благодаря внедрению современных технологий. Дроны и кибервойна стали неотъемлемыми элементами современных конфликтов, трансформируя традиционные представления о боевых действиях. Первые ударные дроны, такие как Predator и Reaper, начали использоваться во время конфликтов в Афганистане и Ираке. Эти летательные аппараты, управляемые дистанционно, позволяли проводить операции с высокой точностью, минимизируя риски для личного состава. Они стали незаменимыми инструментами для разведки, сбора информации и нанесения ударов по стратегически важным целям. В 1991 году в ходе операции «Буря в пустыне» дроны впервые использовались массово, что стало знаковым моментом в истории военной техники. Применение дронов позволило коалиционным силам эффективно проводить воздушные операции, нанося удары по иракским позициям с минимальными потерями среди своих военнослужащих. Благодаря возможностям наблюдения и разведки, которые предоставляют дроны, командование получало реальную картину происходящего на поле боя и могло быстро реагировать на изменения ситуации. С каждым новым конфликтом технологии дронов продолжали развиваться. В 21 веке мы стали свидетелями появления более усовершенствованных моделей, способных не только выполнять шпионские миссии, но и наносить удары. Воздушные беспилотники способны самостоятельно определять цели и проводить операции без непосредственного участия человека. Это создало новые вызовы в области международного права и этики, так как атаки с использованием дронов все чаще проводились без объявления войны и соблюдения правовых норм, что вызывало международные споры. Помимо дронов, кибервойна также становится мощным инструментом в арсенале современных армий. Кибератаки могут нанести серьезный ущерб противнику, разрушая инфраструктуру, парализуя коммуникационные системы и создавая хаос. Один из самых известных примеров – атака на систему управления электросетями Украины в 2015 году, что привело к отключению электроэнергии для тысяч людей. Это событие показало, как уязвимы могут быть современные государства перед лицом кибератак и акцентировало внимание на необходимости защиты критической инфраструктуры. Кибервойна не только меняет сами боевые действия, но и влияет на психологию людей и восприятие войны. Скрытые кибератаки могут вызвать панику и недоверие среди населения, при этом оставаясь невидимыми для обычных граждан. Это новая форма войны, которая ведется не на поле боя, а в виртуальном пространстве, где противник может оставаться неизвестным. Тенденция к автоматизации и использованию технологий в военных действиях не оставляет равнодушными ни ученых, ни военных аналитиков. Возрастает количество исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения, что открывает новые горизонты для создания автономных систем, способных принимать решения в боевых условиях. Эти технологии могут изменить правила игры, однако также поднимают множество моральных и этических вопросов, касающихся ответственности за действия, совершенные машинами. Современные технологии, такие как дроны и кибервойна, не только трансформируют войну, но и подчеркивают важность адаптации к новым условиям. Каждое новое открытие предоставляет армии преимущества, одновременно создавая новые угрозы. Как же эти изменения повлияют на будущее военных конфликтов и что ждет нас впереди в мире, где технологии становятся центром стратегического планирования? Артиллерийские системы всегда занимали значительное место в военной истории, и их мощь продолжает удивлять даже в наше время. С начала XVIII века, когда артиллерия начала получать новое развитие, она стала важнейшим компонентом на поле боя. Одним из первых шагов к увеличению разрушительной силы артиллерийских систем стало внедрение снарядов с высоким коэффициентом разрушения. Эти снаряды позволяли точно поражать укрепленные позиции врага и уничтожать личный состав противника на большом расстоянии. В XIX веке артиллерия прошла значительную эволюцию. Разработка нарезного ствола позволила увеличить дальность стрельбы и точность орудий. К примеру, французская гармата «Гривель» оказалась одним из первых образцов, использующих эту технологию, и стала основным орудием во время франко-прусской войны в 1870. В это время артиллерия начала играть ключевую роль в том, как происходили сражения. Пушки стали более мобильными, и армии начали использовать их как важный элемент в своих тактических планах. С приходом Первой мировой войны артиллерия вышла на новый уровень. В этот период использовались длинноствольные орудия, которые могли поражать цели на расстоянии до 10 миль. Одним из самых известных примеров такого использования стали немецкие орудия гаубица, которые наносили колоссальный ущерб во время сражений на Западном фронте. В битве при Вердене в 1916 году артиллерийские обстрелы стали настоящими символами войны, когда тысячи снарядов были выпущены в течение нескольких дней, создавая ужасные разрушения и потери среди солдат. Вторая мировая война привнесла еще большие изменения в артиллерийские системы. Появление самоходной артиллерии стало одним из самых значительных шагов вперед.
Эти машины сочетали в себе мобильность и мощь, что позволило им эффективно поддерживать пехоту на поле боя. Советский Су-76 и немецкий Фердинанд стали образцами такой техники. Их использование на Восточном фронте стало решающим фактором в успешных атаках и контратаках, позволяя быстро реагировать на изменения ситуации. Однако, несмотря на все достижения, артиллерия встретила новые вызовы. С развитием противотанкового оружия, таким как ракеты и мины, артиллерийские системы стали подвергаться серьезным угрозам. Современные противотанковые установки могли эффективно уничтожать бронетехнику на большом расстоянии, что вынуждало артиллерийские подразделения адаптироваться к новым условиям боя. С каждым новым конфликтом артиллерия продолжала эволюционировать, адаптируясь к изменяющимся условиям войны. В последние десятилетия наблюдается рост интереса к высокоточным артиллерийским системам, таким как системы управления огнем и управляемые снаряды. Они позволяют наносить удары по целям с минимальными жертвами среди гражданского населения, что стало важной частью современных военных операций. Таким образом, артиллерийские системы на протяжении всей истории войны пережили значительные изменения, становясь как мощным инструментом разрушения, так и сложной системой, требующей высокой степени координации и точности. Эти орудия продолжают оставаться важным элементом военных стратегий, а их воздействие на ход сражений всегда будет определяющим. И все же, в будущем нас ожидают еще более необычные разработки, которые изменят трансформацию армии и военной тактики. Как именно новые технологии, такие как лазерное оружие, повлияют на артиллерию и боевые действия в ближайшие десятилетия? Лазерное оружие — это не просто фантазия научной фантастики, а реальная технология, которая уже начинает находить применение в современных военных конфликтах. Первые прототипы лазерных систем начали разрабатываться еще в середине 20 века, но лишь в последние десятилетия они стали достаточно мощными и эффективными для военного использования. Лазеры работают за счет создания высокоэнергетического светового потока, способного поражать цели с высокой точностью и практически мгновенной скоростью. Одним из первых примеров применения лазерного оружия стала система «Зенитный лазерный комплекс» в Советском Союзе, разработанная в конце 80-х годов. Хотя она никогда не использовалась в реальных боевых действиях, это стало важным шагом в развитии технологий. Первоначально лазеры применялись для защиты от ракет и беспилотников, и на данный момент их способность к точному поражению различных объектов делает их незаменимыми на поле боя. С начала 2000-х годов лазерные системы начали активно тестироваться в разных странах. Соединенные Штаты, например, разработали систему AN/SEQ-3, которая смогла сбивать беспилотники и легкие летательные аппараты. Эта система продемонстрировала свою эффективность в реальных условиях, показывая, как лазерное оружие может уменьшить риски для своих сил и повысить точность атак. В 21 веке на поле боя появилась система LAWS – лазерная система оружия, разработанная ВМС США. Она была впервые развернута на борту боевого корабля Point Defense в 2013 году. Эта система продемонстрировала возможность сбивать дроны и даже небольшие ракеты, защищая корабли от угроз с воздуха. Использование лазера позволяет существенно сократить затраты на боеприпасы, так как каждый выстрел стоит лишь несколько долларов, в отличие от традиционных ракет, стоимость которых исчисляется десятками тысяч. Лазерное оружие также привлекает внимание военных аналитиков благодаря своей возможности к высокой точности и минимизации коллатеральных повреждений. В отличие от традиционных орудий, лазеры могут поражать только конкретные цели, что делает их идеальными для операций, где важна защита гражданского населения и инфраструктуры. На этом фоне разработки лазеров для мобильных платформ становятся все более актуальными, и несколько стран уже работают над системами, которые можно будет устанавливать на танки и бронетехнику. Однако использование лазерного оружия не обходится без своих вызовов. Его эффективность может снижаться при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь или туман, и наличие пыли в воздухе может также уменьшать точность. Это ставит под сомнение возможности применения лазеров в боевых условиях, где погода может резко меняться. Несмотря на это, лазерное оружие продолжает развиваться. Исследования и эксперименты показывают, что в будущем лазеры могут стать основным средством ведения войны. Они уже сейчас начинают оказывать влияние на концепции военных стратегий, обеспечивая новую тактическую гибкость. Каждое новое открытие в этой области открывает горизонты для еще более мощных лазерных технологий, которые могут изменить сам подход к ведению войны. С каждым шагом вперед лазерное оружие становится все более доступным для различных военных сил, и это подводит к тому, что новые способы ведения боевых действий будут использоваться в будущем. Как именно эти технологии повлияют на глобальную безопасность и саму суть военных конфликтов, остается только догадываться. Среди множества известных фактов о военной технике существует целый ряд менее известных, но не менее интригующих и значимых моментов, которые могут изменить представление о войне. Один из них связан с развитием технологий, используемых для создания оружия массового поражения.
Например, в начале 20 века, когда человечество только начинало осознавать разрушительный потенциал научных открытий, многие страны начали активно разрабатывать и тестировать новые виды вооружений, которые могли бы изменить ход войны. Интересно, что некоторые из первых моделей баллистических ракет были созданы не для военных целей, а для исследований в области ракетостроения и космонавтики. Так, работы немецкого инженера Вернера фон Брауна в 30-х годах стали основой для будущих военных технологий. Его разработки привели к созданию ракеты Фау-2, которая стала первой в мире баллистической ракетой, способной доставлять боеприпасы на большое расстояние. Этот проект был не только шагом вперед в военной технике, но и основой для последующих космических исследований. Перейдем к танкам. На их создание повлияли не только военные нужды, но и соображения экономического характера. Например, британская армия понимала, что для успешной атаки на германские позиции необходимо создать машину, способную преодолевать препятствия, которые не могли быть преодолены обычной пехотой. Так появились первые танки, которые не только увеличили мобильность на поле боя, но и снизили потери среди солдат, в больших масштабах способствуя победе в сражениях. Артиллерия также имеет свои малоизвестные факты. Например, в ходе Первой мировой войны было разработано множество новых типов артиллерийских орудий, которые могли стрелять на большие расстояния. Одним из самых известных примеров стало длинноствольное орудие германского производства, которое могло поражать цели на расстоянии более 10 миль. Эти орудия стали символом разрушительной силы и привели к огромным потерям с обеих сторон, демонстрируя, как технологии могут влиять на исход войны. В то время как большинство людей слышали о разрушительных последствиях ядерного оружия, немногие знают, что первые исследования в этой области начались еще в начале 20 века. Обсуждение теоретических основ ядерной физики велось лишь среди узкого круга ученых, и лишь с началом Второй мировой войны разработки перешли в практическую плоскость. Эксперименты, проведенные в Лос-Аламосе, привели к созданию первых атомных бомб, что стало одной из самых значительных вех в военной истории. На этом фоне стоит упомянуть, что в последние десятилетия мир начал сталкиваться с новой формой войны – кибервойной. Хотя кибератаки получили широкую известность лишь в последние годы, их корни уходят в 90-е годы, когда началась эра интернета. С тех пор технологии развивались, и кибератаки превратились в серьезную угрозу для государств, способную нарушать функционирование инфраструктуры и вызывать массовые паники. Кроме того, стоит отметить, что не все разработки в области военной техники были направлены на уничтожение. Некоторые технологии, разработанные для военных нужд, в дальнейшем стали основой для гражданских инноваций. Например, GPS-технологии, первоначально созданные для военных целей, сегодня используются в повседневной жизни для навигации и оказания услуг. Все эти факты подчеркивают, что военная техника не только меняет ход войн, но и оставляет глубокий след в мире технологий и повседневной жизни. Каждое новое открытие открывает новые горизонты, и это лишь подчеркивает важность понимания того, как технологии могут влиять на будущее. Что же будет дальше? Как новые разработки продолжат формировать военные стратегии и влиять на международные отношения? Психологические последствия оружия на войне оказывают глубокое влияние на солдат и гражданское население, формируя восприятие конфликта и его последствий. С момента появления первого оружия разрушительные силы, страх и ужас стали неотъемлемыми спутниками на поле боя. Одним из первых примеров воздействия оружия на психику людей можно назвать использование осадных орудий в древности. Громогласный звук таранов и катапульт, запускающих тяжелые снаряды, вызывал панику среди защитников крепостей. Это не только приводило к физическим разрушениям, но и оставляло глубокие психологические травмы, которые могли передаваться из поколения в поколение. В средние века, когда на арену войны вышло огнестрельное оружие, изменилось не только тактическое ведение боевых действий, но и восприятие страха. Появление мушкетов и пушек создало новую реальность, когда смерть могла прийти неожиданно и с расстояния. Слухи о чудовищной силе огнестрельного оружия быстро распространялись, создавая в обществе атмосферу страха. Боязнь перед огнестрельным оружием стала частью городской культуры, порождая мифы и легенды. С началом Первой мировой войны и массовым использованием артиллерии и химического оружия психологические последствия стали еще более драматичными. Бои в окопах привели к появлению термина «окопная болезнь» – состояние, вызванное постоянным стрессом, страхом и ужасом. Солдаты страдали от посттравматического стрессового расстройства, не зная, как справиться с кошмарами и воспоминаниями о всеобъемлющих разрушениях и потерях. Каждый взрыв, звук сирены и глухие удары артиллерии вызывали панические атаки, которые не проходили даже после возвращения домой. Вторая мировая война добавила к этому списку новые уровни страха и стресса. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к мгновенной смерти сотен тысяч людей и долгосрочным последствиям для выживших.
Страх перед ядерным оружием стал не только вопросом военной стратегии, но и частью психологии целых наций. Угроза ядерной войны стала доминирующей в сознании людей, формируя общественное мнение и политические решения на многие десятилетия вперед. Современные войны, такие как конфликты на Ближнем Востоке, внесли новые аспекты в понимание психологического воздействия оружия. Использование дронов и высокоточных боеприпасов создало состояние удаленного убийства, где солдаты могли действовать издалека, не видя последствий своих действий. Это изменило восприятие войны, создавая иллюзию дистанции, но при этом вызывало глубокие внутренние конфликты у операторов. Для них также стало характерным переживание вины и ответственности за свои действия, что порой приводило к депрессиям и другим психическим расстройствам. Кроме того, войны 21 века все чаще характеризуются кибератаками, которые ведутся из ненаблюдаемых мест. Эта форма конфликта создает новые уровни страха и неопределенности, так как жертвы могут даже не осознавать, что стали объектами атаки. Психологическое воздействие кибервойны может быть столь же разрушительным, как и физическое оружие. Люди становятся жертвами манипуляций, страха перед утратой личной безопасности и нарушением приватности. Каждое новое изобретение в области оружия не только меняет ход сражений, но и создает новые вызовы для психологии людей. Понимание этих последствий становится важным аспектом анализа конфликтов. На протяжении всей истории человеческих войн влияние оружия на психологию остается одним из самых сложных и значительных вопросов, требующих внимания и исследования. Как же продолжат развиваться эти тренды и какую роль будет играть психология в будущих военных конфликтах?